После нескольких недель путешествий из одного европейского города в другой, 7 участников BTS наконец-то вернулись в Южную Корею. Их насыщенный концертный тур завершился, оставив тысячи воспоминаний у фанатов, заполнивших стадионы в Париже, Лондоне, Мадриде, Берлине, Брюсселе и Мюнхене. Однако за вспышками фотокамер, блеском сцены и приветствиями десятков тысяч ОМА скрывалась история, которая еще больше заинтриговала поклонников. Речь шла не о концерте и не об официальном расписании BTS, а о простом моменте, который, как утверждается, показал, как Ким Тэхён и Чон Чингук наслаждаются отдыхом после завершения всего своего европейского тура. Через несколько часов после приземления их самолета в Южной Корее социальные сети начали заполняться постами фанатов. Многие делились фотографиями участников BTS, прибывших в аэропорт. Они выглядели уставшими, но все равно приветствовали фанатов теплыми улыбками. Среди всех участников наибольшее внимание привлекли Тэхён и Чингук. Оба выглядели расслабленными в повседневной одежде, с рюкзаками за плечами, и время от времени обменивались короткими разговорами, прежде чем направиться к своим машинам. Не было никаких чрезмерно преувеличенных жестов. Никаких драматических моментов. Просто короткий разговор и легкая улыбка согрели сердце многих фанатов, когда они увидели их вместе. После этого официальная деятельность BTS на следующие несколько дней не была объявлена публике. Это заставило многих фанатов предположить, что участники наконец-то отдохнули после чрезвычайно напряженного графика последних нескольких недель. Именно здесь начали появляться различные предположения. Некоторые фанаты утверждали, что видели Тэхёна и Чингука в районе Сеула ночью. Другие говорили, что они наслаждались отдыхом в тихом месте с некоторыми сотрудниками. Однако до сих пор официального подтверждения этих историй не было. Независимо от того, правдивы ли различные утверждения или нет, одно нельзя отрицать – огромный груз пройденного ими пути. Во время европейского тура BTS выступали практически без перерыва. Они переезжали из страны в страну, репетировали с раннего утра, проводили саундчеки, посещали пресс-конференции, давали интервью и, наконец, часами стояли на сцене каждый вечер. За их улыбками, конечно же, скрывалась немалая усталость. Поэтому многие фанаты были рады узнать, что у участников наконец-то появилась возможность насладиться личным временем. Для самого Тэхёна такие тихие моменты всегда казались лучшим способом восстановить силы. Он известен тем, что любит спокойную обстановку, неспешные прогулки, чашечку кофе, музыку или просто время, проведенное с самыми близкими людьми. Между тем, Чингук часто выбирает простые занятия во время отдыха. Он часто говорил, что время для отдыха – это ценная возможность расслабиться после напряженного графика. Возможно, именно поэтому многие фанаты посчитали, что после завершения европейского тура они просто хотели насладиться более спокойными днями вдали от внимания публики. Контраст между величием стадионов, заполненных десятками тысяч зрителей, и безмятежностью повседневной жизни в Южной Корее сделал этот момент таким особенным. Несколько дней назад Тэхён стоял перед морем огней Эвэй в Европе. Прожекторы следили за каждым его шагом. Камеры фокусировались на каждом выражении его лица. Голоса толпы эхом разносились по стадиону. Но теперь он мог идти, не думая о следующей хореографии, следующей песне или следующем графике репетиций. Чингук чувствовал то же самое. Во время концерта он был полон энергии от начала до конца. Но после того, как все закончилось, у него наконец-то появилась возможность насладиться временем, проведенным наедине с собой. Многие фанаты считают, что именно эти простые моменты наиболее ценны, а не масштабные события. Скорее, это потому, что они смогли увидеть человеческую сторону двух артистов, которых чаще изображали как мировых суперзвезд. Социальные сети были полны сообщений от ОМА, которые надеялись, что Тэхён и Чингук действительно воспользуются своим перерывом по максимуму. Некоторые желали, чтобы они могли больше поспать. Другие хотели бы насладиться любимой едой. Другие хотели бы провести время со своими семьями, другими участниками BTS или просто насладиться жизнью вдали от суеты концертов. Для многих фанатов видеть своих кумиров счастливыми гораздо важнее, чем постоянно наблюдать за их непрерывной работой. Европейский тур, возможно, и закончился,
но путешествие BTS продолжается. Впереди еще много концертов, музыкальных проектов, международных выступлений и различных крупных мероприятий. Именно поэтому их свободное время так же важно, как и их выступления на сцене. Истории о секретных моментах Тэхёна и Чингука в Южной Корее скорее проистекают из любопытства и привязанности фанатов, чем из подтвержденных фактов. Все, что они делают в свободное время, является частью их личной жизни и заслуживает уважения. Но одно можно сказать наверняка: после лучших выступлений в различных европейских городах и создания прекрасных воспоминаний с миллионами AOA, Тэхён и Чингук еще раз доказали, что их упорный труд всегда сопровождается невероятной преданностью. Теперь поклонники по всему миру лишь надеются, что у них будет время отдохнуть, восстановить силы и вернуться на сцену с теми же теплыми улыбками. Потому что для AOA их счастье всегда будет самой важной частью каждой поездки BTS. Следующее утро в Сеуле было намного спокойнее, чем освещенные прожекторами ночи на европейских стадионах. Летнее небо приветствовало их мягким солнечным светом, а городская жизнь постепенно возвращалась к своему обычному ритму. Для большинства людей этот день был лишь началом новой эры. Но для BTS, особенно для Тэхёна и Чингука, это была редкая возможность насладиться отдыхом после такого долгого путешествия. Никакого расписания концертов, никаких генеральных репетиций, никаких телекамер, следящих за каждым их шагом. Впервые за неделю жизни в ритме минут и секунд у них наконец-то появилось время немного передохнуть. Поклонники понимают, что после завершения такой масштабной серии концертов каждому участнику нужно пространство для физического и психического восстановления. Именно поэтому, когда не было официальных постов или публичных объявлений о расписании, многие AOA были на самом деле счастливы. Для них тишина была знаком того, что участники наслаждаются заслуженным отдыхом. Тем временем видео с европейских концертов продолжали заполнять социальные сети. Видеоролики, где Тэхён улыбается зрителям. Момент, когда Чингук приветствует AOA с края сцены. Смех 7 участников во время исполнения на бис. Все эти воспоминания снова и снова прокручивались фанатами, которые все еще не могли отойти от волнения, вызванного туром. В разгар ностальгии многие фанаты начали вспоминать, как Тэхён и Чингук помогали друг другу на протяжении всего концертного тура. Были моменты, когда они ободряюще улыбались друг другу на сцене, смеялись вместе во время репетиций или просто стояли рядом, пока остальные участники приветствовали публику. Эти простые взаимодействия не требовали долгих слов. Просто взгляд, улыбка или легкий кивок показывали их единство как участников группы, которые так много пережили вместе за эти годы. После возвращения в Южную Корею внимание общественности постепенно переключилось на личную жизнь каждого из участников. Однако фанаты все же предоставили им возможность проводить время с семьей, друзьями и другими участниками BTS без помех. В различных фан-сообществах постоянно повторялось одно и то же сообщение. «Надеюсь, они смогут по-настоящему отдохнуть». Эта простая фраза стала молитвой, которую разделяли многие AOA из разных стран. Они понимали, что за идеальными выступлениями на сцене стоят часы репетиций, перелеты через всю страну, разница во времени и усталость, которые никогда не будут видны на камеру. Поэтому каждый выходной стал для них бесценным. Вскоре после этого несколько участников BTS начали постепенно возвращаться к своей деятельности. Некоторые посещали музыкальную студию, другие делились простыми моментами в социальных сетях, а третьи предпочитали продолжать наслаждаться личным временем. Все это показывало, что, несмотря на их упорный труд, они также понимали важность поддержания баланса между карьерой и личной жизнью. Для Тэхёна и Чингука их долгое путешествие по Европе, возможно, и закончилось, но пережитые ими впечатления навсегда останутся частью пути BTS. Каждый город, который они посетили, хранит свою историю. Каждое выступление оставляет воспоминания. Каждые аплодисменты от AOA – это напоминание о том, что их музыка может объединить миллионы людей по всему миру. Сейчас, когда в Южной Корее все успокоилось, осталось не рев стадиона, а благодарность за пройденный путь. Фанаты предпочли терпеливо ждать.
не ждать новых слухов и не интересоваться их личной жизнью. Вместо этого они ждут того дня, когда 7 участников BTS снова выйдут на сцену с полностью восстановившейся энергией. Потому что конец тура — это не конец истории. Это начало новой главы, которая приведет их к новым вызовам, работам и воспоминаниям с миллионами AOI по всему миру. И, возможно, когда этот день наконец настанет, фанаты снова увидят, как 7 участников выйдут на сцену с более яркими улыбками и обновленным духом. Весь опыт, полученный во время европейского тура, станет бесценным активом для их следующего путешествия. Каждый город, который они посетят, каждая песня, которую они исполнят, и каждый возглас Мэйн навсегда останутся частью истории, которую они создали вместе. Тем временем Южная Корея останется их домом, местом, где они смогут отдохнуть, собраться силами и подготовиться к следующему большому шагу. Какие бы проекты ни ждали их впереди, одно остается неизменным – поддержка поклонников, которые всегда будут преданно следить за творческим путем BTS. После того, как они выложились на сцене на все 100, пришло время отдохнуть, восстановить силы и создать новые воспоминания со своими коллегами. Потому что, в конечном счете, история BTS – это не только грандиозные концерты или невероятные достижения. Это также история дружбы, упорного труда и долгого, непрерывного пути. И когда наконец начнется новая глава, миллионы AOI по всему миру с энтузиазмом встретят их возвращение, готовые вместе творить новую историю. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in, halfway in?